name. Oui, Vienna, na, na, Vienna, na, da, na. Вить, теперь хотел бы тебя спросить, ну вообще, как я тебе говорил, есть желание записать просто цикл интервью с тобой про всевозможные вот галлюциногенные растения, которых в сельве, вообще здесь в сельве Амазонии около 600, вот, но часть из них довольно небольшая используется в разных индийских ритуалах, и, наверное, самое известное, что есть, это айваска. У тебя как бы многократный опыт приема это айваски у меня тоже, но я хотел бы, то есть я постараюсь потом рассказать о химии вообще процесса, вот, но хотелось бы просто вот некую вводную часть, чтобы ты вообще мог сказать об айваске, об ее значении вот в укладе жизни индейских племен, о том, что это для них значит, о том, что это дает, некое значение этого, ну, в общем, максимально подробно. Хорошо. Ну, начнем с того, что айаваска для индейцев это священное растение. До сих пор в глубине в деревнях только шаман имеет право присутствовать, ну, варить, естественно, ее. И никто из племени не имеет права, даже включая родных, присутствовать при этой церемонии, именно изготовления аваяк. Используют ее, в принципе, индейцы постоянно. Основное, с чего начинается первый прием, когда молодые индейцы достигают возраста, когда они становятся охотниками. Когда он ребенок уже считается юношей и может самостоятельно идти в джунгли, добывать себе пропитание. Прежде чем отправить его туда, родители ведут его к шаману, и тот дает первый раз попробовать аваяску, выпить его. Назначение вот этого первого ритуала, ну, он в различных культурах индейских он различный, но в принципе основной, разные растения используются, кроме аваяски. Но основное значение подготовить вот именно молодого воина, будущего, к жизни в джунглях. Не только знание, то, что он может увидеть обычными глазами, но и, как верят индейцы, познакомить его с миром духов джунглей. Найти себе помощника, который, когда он будет один, где-то в течение, может, недели преследовать добычу, чтобы они ему помогали тогда, когда родных нет рядом. Это вот самое первое знакомство. А дальше уже по ходу жизни, если человек болеет, то он идет к шаману и выпивает аваяску вместе с шаманом для того, чтобы войти в этот вот мир шаманов, для того, чтобы раскрыться скорее, и чтобы шаман мог его излечить. Если есть какие-то семейные проблемы, какие-то вопросы, которые, ну, вплоть что угодно. Было так, что индеец шел к шаману выпить аваяску, потому что его любимая охотничья собака потерялась. И он хотел узнать, где именно она сейчас. Жива, если жива, в каком месте джунглей, чтобы ее найти, потому что не хотел ее терять. Если что-то, родные уехали из деревни куда-то в город и долго нет вестей, то есть вот как вариант такого телефона некого, тоже пьют аваяску для того, чтобы посмотреть, все ли в порядке с родными, как они себя чувствуют, какую-то весточку может от них получить. То есть, в принципе, аваяска это, ну, часть культуры, как часть джунглей, в которых они живут, которые они воспринимают. Если ты помнишь, вот мы были с тобой неподалеку от Пуя у Дона Ринальда, то есть Дон Ринальдо один из шаманов Кичуа, где-то года полтора назад на церемонии айваски меня тогда ты очень, ну, можно сказать, потряс, потому что у меня все-таки образование вполне такое себе материалистическое, и как бы здоровый скепсис у меня присутствует всегда. Так вот, после церемонии айваски у Дона Ринальда, я помню, ты мне посоветовал, я никак не мог войти в это состояние трипа, ты мне посоветовал вспомнить наше путешествие накануне, как мы ходили к небольшому водопадику. Ты рассказал о том, что вот
какое-то любое отверстие возле водопада, оно всегда считается входом в иной мир. Ты мне как раз тогда очень интересно рассказал, как находятся предметы силы в путешествии, как они находятся. Ну, если ты потом, если встретил в реальной жизни, что это значит. И в частности, ты меня очень удивил тем, что когда вот ты мне посоветовал, как бы пытаясь войти в трип, повторить дневное реальное путешествие, повторить его в своем сознании, путешествие к этому водопаду, и постараться войти в транс. И когда я просто пытался вот шаг за шагом пройти дневное путешествие, в какой-то момент ты мне сказал, что вот ты меня видишь, ты поравнялся с банановым деревом. Я в это, честно говоря, не мог практически поверить. Ты мне потом рассказал о некой практике каноэ, которая вот существует у Дона Сабина. Вот не мог бы ты рассказать немного более подробно об этом? Про практику каноэ. Ну, про практику каноэ, про поиск предметов силы, да, как они находятся, вот про все эти вещи. Ну, предметы силы – это следующий этап. Вернемся немножко тогда к обучению шамана, молодого ученика. Когда он все-таки выжил и закончился его этап обучения, учитель дарит ему определенные предметы силы. В двух словах, что это? Индейцы верят, что шаман не лечит сам. То есть практически единственное, что он делает, он как посредник. Если человеку что-то нужно, он зовет духов, которые могут излечить, которые гораздо сильнее, чем любой шаман, древнее, древние такие же, как эти джунгли, как этот мир. И сила шамана, это на самом деле равна, сколько друзей среди духов он может найти. Чем как бы сильнее шаман, тем больше у него этих помощников. А в нашем мире любой как бы дух, он, с точки зрения шамана, дает шаману, с которым он общается, с которым он дружит, определенный предмет, который является как телефон, неким кодом вызова этого духа. То есть, имея этот предмет в своей собственности, шаман может в любой момент обратиться к нему за помощью. Кроме этих камней, которые передают, это могут быть камни, какие-то предметы, обычно это все-таки камни. Будущий шаман может сам найти в мире духов помощника, и тот расскажет ему, каким образом, где он может найти этот ключ, этот камень силы. Обычно происходит это во сне, или в процессе приема аваяски. То есть если в процессе, когда человек спит, шаман спит, или если он выпил аваяски и находится в шаманском трансе, к нему может прийти в виде мужчины, женщины или какого-то там животного дух и сказать в двух словах, что ты мне нравишься, давай будем, я тебе могу помочь. Я живу рядом с таким-то водопадом. По неизвестной причине все самые сильные места для индейцев считаются или связанные с речками, а лучше всего водопад. То есть любой водопад, в принципе, для шамана это такое же священное место, где точно живут духи. И на утро он должен показать определенный камень, скажем, который он должен найти. Этот камень и будет этим ключом. Причем, проснувшись, ученик должен найти этот водопад, найти это место, которое ему показали. И обычно где-то на дне лагуны, прямо под водопадом, должен найти этот камень. Причем он должен быть точно таким же, то есть именно этот камень, который он видел до этого во сне. Если ему повезет, если он достаточно сильный, он этот камень найдет, и он будет сопровождать его, и потом следующим ученикам он его может тоже передать. Если мне показывали эти камни, которые передаются уже в течение сотен лет, то есть поколения в поколение в этих деревнях. И никто не знает, когда, какой первый шаман с ним познакомился. Понятно. Вить, спасибо большое. Вопрос тогда, который я задавал, не можешь ли ты рассказать в двух словах о практике каноэ, которая была у Дона Сабина? Но если помнишь, мы обсуждали этот вопрос, потому что ты тогда меня очень удивил, когда вроде бы мы лежали на соседних кроватях, и ты четко понимал, в каком месте трипа нахожусь я. Дон Сабина немного обучил меня этому. Конечно, до его мастерства не очень далеко.
Практика каноэ, про которую ты рассказываешь, это некое уникальное, наверное. Я, кроме как у Дона Сабина, не слышал про него нигде. Смысл в том, что просто выпить аваяску для шамана, это, это ничего не дает. Если ты хочешь что-то узнать, что-то найти, то нужно идти обычно на водопад или на определенное место, которое священное место силы этого шамана. И как ты сказал, рядом с этим местом всегда есть вход. Если это водопад, где-то рядом с водопадом, для шамана обязательно находится вход в мир духа. То есть задача пройти этот путь от дома до водопада, найти этот лаз, пещеру или вход, войти туда, и шаман оказывается в мире духов. Он может путешествовать там, искать новых помощников, задавать вопросы, там, сил, все, что ему нужно. Проблема в том, что обычно это индивидуальное путешествие, то есть сам шаман может это сделать. Но бывают такие случаи, либо это ученика нужно чаще всего провести, или какой-то, может быть, особо тяжелый больной, которого нужно лично отвезти туда, на место, да, провести в этот проход. В этом случае Дон Сабино использовал определенную технику. Я не могу ее объяснить, каким образом он это делает. Но смысл в том, что когда группа, например, он с учеником или, может быть, несколько человек, выпивает аваяску, вначале в их видении, а потом это становится абсолютно реально. То есть все вместе, они оказываются на берегу реки. Но я думаю, что сила Дона Сабино позволяет объединить как-то. И там есть каноэ, обычное каноэ деревянное, это каноэ шаман. Все садятся в каноэ. Причем, когда я рассказываю, что все садятся, это именно так. То есть ты можешь пощупать это каноэ, да, оно деревянное, можешь потрогать воду, слышишь шум реки. То есть иллюзия от того, что ты реально находишься. Единственное, краски более яркие, то есть все как-то более, как в фотошопе обработанное. А так все ощущения более усилены. Но все абсолютно реально. И вместе с Доном Сабино мы плыли к водопаду туда. Получалось так, может быть, каноэ являлось неким ограничением. То есть из каноэ мы не выходили. Но вот это каноэ через водопад, там была речка под землю, прямо в этом каноэ все вместе, из этого мира он умудрился перевести нас в мир духа, где и познакомился. Что было дальше, это несколько личные моменты. Да, понятно, обычно не рассказываю. Но главное у всех в общем удивительно именно то, что в отличие от индивидуального путешествия, когда ты можешь считать, что это твое собственное воображение, что это какие-то интерпретации чего-то. После этого, общаясь, то есть, как мы сейчас здесь стоим, все трое видим одно и то же и слышали одни и те же вещи. Кто-то чуть больше там заметил листья, кто-то нет, но факт тот, что после этого, поговорив, в этот момент была полная иллюзия того, что это реальное путешествие. И после этого никаких расхождений между, то, что рассказывали там другие участники, моих не было.